как же выглядит горная северная местность Черногории. Всем привет, это Игорь, канал Алена Арвлог, и сегодня мы находимся на севере. Мы с вами уже побережье довольно-таки хорошо изучили, центральную часть и Подгорицу, и теперь необходимо погрузиться в север Черногории. И сегодня мы начинаем с одного уникального и интересного места, попозже я вам его покажу. Ну и вот остановились мы где? Рядом с Бульбой. Так вот в Черногории выращивают картошку. Наверное, очень-очень вкусная. За этим стоило приехать сюда, чтобы узнать, как в горах растет картошка. Беларусь на фоне Бульбы. Да, необычный ландшафт. Совершенно уже другая здесь природа, так скажем. Не такая, как в Подгорице, что удивляет. Я вообще в первый раз такое все вижу. И кто тут давно живет, уже, наверное, не раз, ничем не удивить. А для меня это все вот такое вау. В общем, если кто-то захочет ехать, друзья, смотрите, вот такая дорожка здесь вас ждет. Она вполне нормальная в контексте асфальта, недобитая, ямок почти нету. Ну, то есть бывают такие участочки, но в целом она вот такая. И сейчас я бы сказал, наверное, даже она довольно-таки прямая, потому что раньше путь был более такой извилистый. Ну, бог с ней, с этой дорогой, не думайте про дорогу, но то, что открываются какие здесь виды, это просто вау, друзья. А едем мы, друзья, в уникальнейшее, красивейшее место, которое называется даже зеркалом Черногории. Это Букимирское озеро. В общем, сейчас вы будете в восторге, так же, как и я. Ну, надеюсь. Да, ради таких видов и стоит просто так вот поездить здесь. Очень богато на разные красивые природные места Черногории. Так, что тут нас удивляет еще, это вот такие деревеньки. Ничего рядом нету, но тем не менее, смотрите, люди живут, и им здесь точно нравится. Благоустроено все и очень красиво. Хотя, возможно, это все сдается в аренду. Мы не смотрели на букинге, но возможно. Сербские флаги витают. Вообще, такое ощущение, что в горах в основном сербы живут. Здесь кириллицей все подписано, и в основном сербские флаги, не черногорские. Лошадочки даже горные. Ну, то есть здесь такое мощное хозяйство. Вот тут вот так вот лучше видно. Нормальная дорога, все, и поэтому приходится оставлять машину и идти пешком. В общем, для очень опытных водителей, которые не боятся резких поворотов и обрывов слева. Вы понимаете, о чем я. Серпантин. Лейтенант. Жесточайший. Старшой. Черногорский. Мы пешком, потому что вот, да, вот она такая здесь дорожка уже, и на машине особо не проедешь, поэтому, да, надо именно идти. Вам для ориентира есть источник воды. И стрелочка даже вот есть. Что-то не льется, наверное, отключили. А если не будут брать, отключим газ. Тут, друзья, есть и стоянка, если машину все-таки не жалко, или она такая у вас специальная, как вы видели, то можно доехать и комфортно расположиться. Вот. Но я ничего не вижу плохого в том, что люди ходят. Идти минут 10, наверное. Да, можно туда, а там просто красивые виды деревенские. То есть для хайкинга место есть. И вот домики, которые здесь стоят, скорее всего, их можно даже в аренду брать. Здесь, оказывается, и живут даже. Наверное, на лето приезжают кто-то. Очень ухоженно. Видно, что хозяйственная постройка хорошая и красиво. Лес, кстати, здесь напоминает такой, как сказать, осень, осенний, из-за жары. Здесь очень много такого и желтого, и красного. Ну, понятно, что не хватает влаги деревьям, засуха какая-то, и поэтому такая расцветка. Неимоверно красиво, друзья. Вот эти виды, которые здесь открываются. Если у вас была неделя полна стресса, устали, то обязательно приезжайте. Мне кажется, здесь можно было снимать даже Игру тронов или писать сцены для всяких игр, типа Героя меча и магии. И вот смотрите, нашему с вами взору в первый раз для меня, я думаю, и для вас открывается этот самый вид на то самое озеро, к которому мы приехали. Ровное, как тарелочка. Класс. Обалдеть. Ну что, сейчас спускаемся. Вон там еще одно поле бульбы.
И рядом озеро. Все почти как дома в Беларуси родной. У нас так тоже есть деревня, то рядом растет бульба с водой. Кстати, кто-то там урожай то ли собирает, то ли пропалывает. Сверху выглядит не сильно большим. Но мы же понимаем, что мы высоко. Букимерское озеро – это одно из тех скрытых сокровищ Черногории, о которых не все знают, но которые удивляют своей природной красотой. Вы все видели. Озеро расположено на высоте около 1440 метров над уровнем моря. И его часто называют горным зеркалом из-за его кристально чистой воды, которая отражает окружающие горы и леса. На самом деле так есть, особенно вечером. Несколько интересных фактов о Букимерском озере. Оно произошло само по себе во время ледникового периода, то есть из ледника. Сформировалось тысячелетия назад, то есть ледники прошли, оставили вот этот чудесный резервуар. Вокруг озера обитает множество редких видов растений и животных. Оно окружается густыми лесами, и это дом для всяких интересных мелких млекопитающих и птичек. Тот, кто любит природу, наблюдать за всем этим, здесь будет просто-напросто кайфовать. Букимерское озеро – популярное место для пеших прогулок, пикников и рыбалки. Среди местных жителей особенно, ну и туристы некоторые сюда доходят, кто не ленится. Вода на самом деле прохладная, но она очень сильно освежает. Офигенная вода, освежающая. Ну, реально прохладная, не жарко. И очень много рыбы. Вообще толпа рыбы здесь плавает. Наверное, отличная рыбалка. Также еще это озеро играет важную роль в экосистеме этого чудесного региона. Вода из этого озера используется для питьевых нужд, потому что она пресная, и для сельского хозяйства. Ну, видели, тут бульбу выращивают, поэтому очень полезно. Местные легенды вообще говорят, что здесь типа духи, которые обитают и охраняют это озеро. Заряжают его позитивной энергией, и люди умиротворяются, находят спокойствие. В общем, это не просто природное чудо и место, которое хранит в себе множество историй и тайн. Оно просто уникальное. Оно клевое. Надеюсь, эта поездка сегодняшняя мне поможет немножко с моим выгоранием. Но об этом я вам расскажу позже, в следующих видео. Так что подписывайтесь, ведь нас ждет еще и другие северные точки. Поэтому жду вас. Пока, друзья.